Живя в Горловке, я не знаю, наверное, все-таки я должна была бы какой-нибудь трип-хоп депрессивный исполнять или что-то такое. Но на самом деле нет, это влияние просто Запада и все. Я думаю, в любой точке мира можно играть металл, пусть это даже будет Ямайка, где всегда солнечно. Мы настолько устали объяснять, что такое Горловка, что такое Макеевка, где они находятся, что пусть будет Донецк. А лучше всего поступать как Сталина и говорить Донбасс. Донбасс, наверное, так и сделаем. Увлечением это было в 16 лет, а теперь постепенно, из года в год я понимаю, что я хочу большего. Поэтому я хочу, наверное, все-таки на профессиональном уровне подняться как музыкант. В Румынии нам приходилось выступать на большом фестивале, просто перед огромным числом людей. И я поняла, что вот этого я хочу это умножить еще в десятки раз, тысячи. В нашей стране никогда в жизни, никогда. Не поощряется это здесь. В этой стране нужно пахать на государство. А музыкантов считают, знаете, бездельниками, сидящими на шее у государства. Можно стараться, чтобы вырваться за границу. Все, здесь никаких перспектив для музыканта, как для профессии. Вот. Или же можешь быть музыкантом, но на каких-нибудь вечеринках, на корпоративах, в барах мне приходилось петь. В ресторанах, в барах. Это были страшные времена. Я не агрессивный человек, большую часть дня. Я не агрессивный человек, вот. И, в принципе, я больше, это дерзость, а не агрессивность. Вот. А я не знаю, учителю это не мешает. Тем более я не работаю как учитель. Мне, в принципе, я выбрала для себя вот это направление. И музыка вытеснила, понимаете, вот мою профессию, так сказать. Вот. Поэтому она, наверное, помешала. Все-таки музыка помешала этому. И я бы не хотела бы компоновать. Потому что трудно было бы обучать детей, а потом бы они ходили на твои концерты и воспринимали тебя совсем по-другому. С самого детства, я не знаю, с 9 лет я одевалась как мальчик, я ходила в джинсах от брата, которые мне достались, в футболках, вот таких вот просто по колено, джинсовые куртки со значками, вот такие вот круглые очки. Это мне было 9 лет. В общем, в принципе, и с того момента уже начали тыкать пальцем, что это такое, боже мой, что это за чмо, вот так и говорили. И я уже настолько привыкла, настолько срослась с этим образом, что просто очень трудно разделить меня и вот это все. Приходится быть мужиком, выслушивать разговоры, я не знаю, о пьянках, о гулянках, о женщинах, о всем. Насколько бы я ни была пацанкой, так скажем, мне хочется иногда просто поговорить с человеком, у которого есть, я не знаю, сиськи, вот, на концертах. Вот. А если не получается, я просто уединяюсь где-то там у себя в комнате или вообще уйду куда-нибудь в уголок, стою, пью пиво и думаю о своем. Иногда это очень напрягает на самом деле. Не нахожу я понимания среди родных. Они пытаются это показать. С другой стороны, вот, ты молодец, хотя это очень редко они меня хвалят. Но я по-другому не могу. Они все время говорят, иди, работай училкой и все такое. Я говорю, нет, не хочу, это не мое. Не мое. Я вам еще покажу, я говорю им, я вам еще покажу, вы просто дайте мне время. Вот. Они не верят, черт с ним. До того, как закрылся наш единственный, наверное, клуб, в котором можно было выступать, Детройт, было вообще замечательно. Туда все хотели поехать и выступить. А сейчас, к сожалению, и Донецк это еще нормально, вот в Горловке это просто жопа.
такая, знаете ли, глубокая. Вот. Даже дома, наверное, интереснее, чем на улице. Некуда вообще пойти. За границей нет. За границей только знают, что донецкий Шахтер, класс. А было такое, что в Киеве я слышала из зала во время концерта «Донбасс, едь додому». Вот, и все такое очень неприятно. И даже во Львове, когда мы выступали, там очень теплый прием был. И никто ни разу не сказал, что быдло донецкое, все такое, едьте. А вот в Киеве случалось. Это долго перечислять. Я играю и на блокфлейте иногда, и шью вещи, одежду, вяжу одежду. Занималась, как это сказать, бижутерией самодельной, татуировкой, рисованием. Я не помню, я за все хватаюсь, но это не всегда, знаете, качественно может быть. Вот. Лучше, конечно, брать качеством, чем количеством. Для меня, в первую очередь, это все-таки музыка. Для меня не главное слова. А вот когда... Для меня можно даже быть вообще без слов песня. Но мелодия, которая заденет сердце, для меня это очень важно. Под хорошую песню я могу, например, рисовать. Обожаю это дело. Вот. Если какие-то эмоции вызывает песня, значит, это для меня все. Она у меня первая будет где-то в моем плейлисте. Самым дорогим не пожертвую. Это не то, ради чего можно жертвовать. Я не знаю, душу продать. Она уже давно продана, наверное. Вот. А самое дорогое, а что может быть у человека? У меня, например, ничего за душой нет, кроме родителей. Понимаете? Ими никогда в жизни. Я лучше останусь здесь подыхать, вот, в нищете. За это ничем я не поплачусь. Я здесь настолько пессимистична и настолько самокритична, что скажу, ничего я не сделала для страны, для своей. И не хочу, и не буду. Потому что, ну я не знаю, я не могу сказать, что она мне ничего не дала, но я не знаю, как это объяснить, это очень трудно. Я боюсь, что за мной потом придут. Вот, и пристрелят. Я ничего не сделала, ничего. И, ну, я хочу сделать для своих родителей все, чтобы они мною гордились, наконец-то. Вот. И в первую очередь, когда заработаю кучу денег, я помогу им, а не стране. Когда только начинала петь, мне хотелось быть похожей на Сандру Насич, да, из Guana Apes. Вот. Но потом это прошло, потому что нужно искать что-то свое. И меня всегда впечатляла Нина Хаген своей эпатажностью. Она такая мрачная женщина с настолько живой мимикой лица, что я в нее влюбилась. И голос у нее тоже неординарный. Вот. А походить уже, наверное, ни на кого не хочу.